Всем привет! Сегодня мы разберем одного из самых уникальных и универсальных агентов в ZNV Zone Zero — Лайтера. Это S-ранговый боец ближнего боя с элементом огня. Мастер оглушения, который способен наносить мощный урон, дезориентируя и одновременно дая невероятные бафы для союзников с элементом льда и огня. Звучит впечатляюще, а ведь это только начало. Лайтер — это необычный персонаж с упором на оглушение. Он не только отлично справляется с нанесением оглушения, но и предоставляет вашей команде бафы, которые запросто могут затмить способности многих специализированных саппортов. По сути, его можно назвать гибридом оглушителя и поддержки. Однако не стоит забывать, что его потенциал нанесения дезориентации выводит его в лидеры среди агентов этого направления. Что действительно делает Лайтера уникальным, так это его способность управлять продолжительностью оглушения врагов. Да-да, он первый агент в игре, который может продлевать эти драгоценные окна для нанесения урона. Это просто невероятная утилитарная способность, которая усиливает его уже и без того впечатляющий набор навыков. Признаюсь, способности Лайтера могут показаться немного сложными на первый взгляд, но на деле его стиль игры максимально прост. В бою у него одна задача — оставаться в резерве, пока его товарищи сражаются, дожидаться, пока его уникальная шкала мораль заполнится на 80-100%. Затем выходить на поле, проводя серию мощных атак, расходуя эту мораль, и снова возвращаться в резерв. Этот быстрый выход не только наносит сильный урон, накапливая дезориентацию, но и активирует все его бафы и дебафы, что моментально меняет ход боя в вашу пользу. Теперь поговорим о том, что делает Лайтера таким уникальным. Его ключевая пассивка — запал. Эта механика — основа всего его набора способностей. Без нее Лайтер просто не смог бы раскрыть свой потенциал в бою. Запал позволяет Лайтеру накапливать его уникальный ресурс — боевой дух, максимум которого составляет 100%. Этот ресурс питает его мощные комбо и дополнительные эффекты. А как он его набирает, спросите вы? Есть два основных способа. Во-первых, его пассивка автоматически генерирует 2,9 единиц боевого духа каждую секунду, независимо от того, находится Лайтер на поле боя или отдыхает в резерве. Да-да, он всегда работает за кадром. Во-вторых, Лайтер получает боевой дух за каждую единицу энергии, которую тратят ваши союзники или он сам. За каждую потраченную одну единицу энергии он генерирует 0,26 боевого духа. Например, если кто-то из вашей команды использует 60 энергии на свою спецзаряженную атаку, Лайтер получает 15,6 боевого духа. Неплохо, правда? Однако есть нюанс. Боевой дух становится активным только тогда, когда ее уровень достигает хотя бы 80%. И вот тут Лайтер раскрывается во всей красе. Во-первых, при следующем входе на поле боя он активирует быструю помощь, игнорируя обычные правила использования помощи. Во-вторых, он открывает доступ к состоянию самоотверженности, который активируется при выполнении 5-го удара в его базовой атаке. Но важно помнить, пока Лайтер находится в этом состоянии, он не может накапливать мораль через пассивку или трату энергии. Это ваш момент, чтобы пойти ва-банк. А что же особенного в состоянии самоотверженности? Вот несколько ключевых эффектов. Его 5-я базовая атака усиливается, быстро расходуя боевой дух для нанесения разрушительного урона. За каждые 10 потраченных единиц боевого духа Лайтер получает 2% увеличения импульса на 6 секунд, максимум до 20% при полной прокачке. Каждая атака в этом состоянии накладывает на врагов снижение сопротивления льду и огню на 15% на 30 секунд. И самое интересное, финальная часть 5-й базовой атаки накладывает дебаф разгром. Этот эффект продлевает следующее оглушение врага на 3 секунды. Разгром не складывается и снимается, когда враг выходит из состояния оглушения. Но если правильно рассчитать время, это может быть решающим моментом. Совет. Как только вы входите в состояние самоотверженности, максимально быстро расходуйте весь боевой дух. Это позволит вам получить максимум от увеличения импульса, полностью наложить бафы и дебафы и как можно скорее начать накапливать боевой дух снова. Чем быстрее вы это сделаете, тем больше пользы Лайтер принесет вашей команде. Теперь давайте разберем лучшие варианты амплификаторов для Лайтера.
Как агент S-ранга, он требует амплификатора, который не только усиливает его потенциал оглушения, но и улучшает его бафы поддержки. Пламенный венец – это сигнатурное оружие Лайтера, и неудивительно, что оно его лучший выбор. Пламенный венец обеспечивает беспрепятственный доступ ко всем возможностям его дополнительной способности и значительно увеличивает импульс на протяжении всей его ротации. Более того, это оружие усиливает огненный и ледяной крит урон всей команды до 30%. Это огромный бонус для союзников с элементами льда и огня. Если у вас есть это оружие, выбирайте его без сомнений. Чайник нефритовой чистоты. Неожиданно, но сигнатурное оружие Циньи отлично подходит и для Лайтера. Этот амплификатор позволяет ему накапливать 30-зарядный бонус, что дает значительное увеличение импульса. В сочетании с базовым импульсом этого достаточно, чтобы активировать его дополнительную способность. К тому же, этот амплификатор предоставляет всей команде бонус к урону на 20% на короткое время, что делает его отличной альтернативой, если у вас уже есть это оружие. Сдержанность. Хотя это оружие не способно полностью активировать дополнительную способность Лайтера, оно все же предлагает достаточно импульса для умеренного бафа. Вы получите солидный эффект накопления дезориентации и неплохие усиления, но в плане поддержки это не самый сильный выбор. Тем не менее, это хорошая опция, если у вас нет его сигнатурного оружия. Шестерни адского пламени. Еще один достойный нелимитированный вариант, который может максимизировать дополнительную способность Лайтера. Однако, его использование связано с некоторыми неудобствами. Увеличение импульса этого амплификатора зависит от применения спецзаряженной атаки первой фазы и последующей второй фазы спецатаки Лайтера. Желательно выполнить эти атаки до начала комбинации с боевым духом, что может ограничить вашу ротацию. Драгоценная каменелость. Это 4-звездочный амплификатор недостаточно силен, чтобы полностью активировать дополнительную способность Лайтера. Но он приближается к этому. Если у вас нет более сильных альтернатив, это бюджетный выбор, предлагающий умеренное усиление. Шестизарядник. Это оружие сосредоточено на усилении эффекта оглушения. Экипированный персонаж получает 1 заряд каждые 3 секунды до 6 зарядов. При использовании спецзаряженной атаки заряды расходуются, и каждый из них увеличивает эффект оглушения на 4, 6 и 4% в зависимости от уровня прокачки. Это не самый поддерживающий вариант, но он значительно усиливает потенциал Лайтера в нанесении оглушения. Пароварка. Если вы хотите сосредоточиться на поддерживающих бафах, пароварка может стать хорошей альтернативой драгоценной окаменелости. Этот амплификатор предлагает более высокий общий импульс потенциал, но его условные эффекты делают его менее стабильным. Если вы уверены в том, что сможете эффективно управлять его временем работы, он может превзойти драгоценную окаменелость в подходящих условиях. Теперь давайте поговорим о драйв-дисках экипировки, которая может значительно усилить эффективность Лайтера. Независимо от того, хотите ли вы максимизировать его потенциал накопления дезориентации или усилить его поддержку команды. Вот что вам нужно знать. Шок Стар Диска. Если вы собираетесь играть Лайтером с упором на нанесение дезориентации, то есть оглушая цели, этот набор ваш лучший выбор. Шок Стар Диска дает Лайтеру важное увеличение импульса, что не только необходимо для максимизации его бафов льда и огня, но и значительно увеличивает процент накопления дезориентации от его базовых атак. Это делает его способности оглушения гораздо мощнее. Чтобы максимально использовать шок Стар Диска, объедините его с одним из наборов из 2 частей. Вот лучшие варианты. Swing Jazz. Вот он. 2 части увеличивают восстановление энергии. Рекомендуется именно этот выбирать, чтобы чаще использовать его способность. Следующий это Inferno Metal. Вот он вот. Хороший вариант для усиления урона огнем.
Следующее это фугу электро. Подходит, если вы фокусируетесь на высоком показании пробития. Гормон панк. Универсальный выбор для сбалансированной игры. Диатвакор электро. Вот он. Только для критовиков, то есть если вы будете его больше в ДД собирать. Идеально для билдов с упором на критический урон. И остается еще два варианта, если вы собираетесь играть через аномалию. Это вот Freedom Blues или House Jazz. Вот. Ой, нет, извиняюсь. Блин, вот он, House Jazz. То есть вот или House Jazz, или Swing, извиняюсь, или Freedom Blues, или House Jazz. Вот два сета, которые двумя частями увеличивают знания аномалии. Протопанк. Если вы хотите сделать акцент на поддержке команды, а не на дезориентации, рассмотрите набор из 4 частей Протопанк в сочетании с двумя частями Shockstar диска. Этот набор обеспечивает Лайтера необходимым импульсом и добавляет мощный командный баф к его помощи с защитой. Однако учтите, что Лайтер не использует читы, поэтому не сможет воспользоваться полностью бафом от Протопанка. Это подходящий выбор, если у другого члена команды уже есть Swing Jazz, и вы хотите больше сосредоточиться на командной пользе. Для улучшения синергии используйте, как я уже сказал, Протопанк и 2 части Shockstar диска. Теперь разберем, какие статы ему искать в дисках. Значит, в четвертый диск ищем или крит шанс, или крит урон. Тут уже в зависимости от того, чего у вас не хватает больше всего. Или как вы его собираетесь собрать. Или же можно еще выбрать знание аномалии. Если вы собираетесь сделать так, чтобы он накапливал аномалию лучше. И в 5-й диск ищем бонус огненного урона или силу атаки. Ну, еще можно и пробитие тоже выбрать. Я вот лично выбрал бонус огненного урона, чтобы он еще и урон наносил, пока накапливает оглушение. И, естественно, и безоговорочно в 6-й слот ищем импульс. Тут уже 100% именно это. Больше вариантов других и нету. И что насчет статов, то нам нужен импульс 170 как минимум, а уже чем больше, тем лучше. Атака в случае Лайтера опциональна, но минимум нужно 1700. Дальше уже, если хотите, можете и больше насобирать, если у вас получится. Крит шанс 50-60% будет идеально, но тут опять же опционально. Если вы хотите, чтобы он урон наносил, то придется собрать. Крит урон тут то же самое, по сути. 100% или 120 будет достаточно для него. Еще, а то я забыл сказать, если вы вдруг собираетесь собирать через аномалию Лайтера, то вам придется насобирать знания аномалии 250 плюс, ну, 250 минимум, а там уже как получится. Вместо крит шанса и крит урона. То есть, если вы вот этот 4-й диск будете заменять на знание аномалии, то надо 250 этого показателя. Теперь поговорим о том, как раскрыть весь потенциал Лайтера в команде. Лайтер отлично проявляет себя, когда его союзники могут полностью использовать его бафы, дебафы и продление оглушения. Давайте разберем ключевые синергии и рекомендуемые составы команд. Во-первых, поговорим о 2 персонажах, которые идеально синергируют с Лайтером. Первое это Эллен. Если вы собираете команду с упором на лед, Эллен одна из лучших союзников для Лайтера. Она невероятно сильный ДПС на основе элемента льда, и ее синергия с Лайтером просто великолепна. Лайтер предоставляет бафы на увеличение урона льдом,
снижение сопротивления льду и продлевает оглушение, что идеально подходит для раскрытия ее потенциала. Благодаря низким требованиям к времени нахождения на поле боя со стороны Вайтера, Эллен может полностью сосредоточиться на своих длинных комбо-атаках, что существенно увеличивает ее урон. Но тут еще следует добавить, что в следующем патче мы уже все знаем, что у нас будет Мияби. И Вайтер, по сути, будет таким же хорошим саппортом для Мияби, как и для Эллен. И следующий персонаж это солдат 11. Для огненной команды солдат 11 отличный выбор. Это доступный и надежный ДПС на основе огня, который идеально вписывается в поддержку Вайтера. Ее стиль игры сосредоточен на базовых атаках, что прекрасно сочетается с тем, что Вайтер почти не требует время на поле боя. Вайтер усиливает ее урон с помощью бафов на урон огня, снижение сопротивления огню и продление оглушения. Дополнительная способность солдата 11 активируется против оглушенных врагов, что делает Вайтера незаменимым союзником для нее. Если у вас нет более мощных ограниченных ДПС, эта пара отличный выбор. И теперь перейдем к составу команд. Первая команда это команда через лед. В этом случае выбираем Эллен. У меня, правда, ее нету. Но вот в первом слоте будет Эллен. Ну или в будущем это будет Мияби. То есть в следующем обновлении. Во второй слот берем Лайтера, естественно. Ну тут он в первый выбрался. Ну да ладно, это не проблема. И в последний слот берем или Сокаку. Так как Сокаку нужно или член ее фракции. То есть это вот в следующем обновлении это будет Харумаса или Мияби. Или ей нужен кто-то с ледяным элементом. То есть в данном случае это Эллен. Вот. Сокаку, если хотите, можно заменить на Рину. Тут уже по выбору. То есть получается Эллен или Мияби, Лайтер и Сокаку. Этот состав максимально увеличивает урон льдом и использует все ледяные бафы и дебафы Лайтера. Эллен выполняет основную работу, а Лайтер поддерживает ее и увеличивает урон. Точно так же в этом случае Сокаку и Рин тоже выполняют роль саппорта, по сути. Сокаку может бафать силу атаки, а Эллен увеличивает пробитие. Извиняюсь. Рина увеличивает пробитие. И вторая команда это огненная. В данном случае, сейчас вот я покажу. В данном случае это вот солдат 11. Так, сейчас, секундочку. То меня вот это иногда очень сильно раздражает. Сейчас, подождите, проще будет вот так сделать. Это солдат 11, вот. Это Лайтер. И здесь вариант 1 это Цезарь. То есть плюс щит и плюс увеличение сил атаки. Или же, если у вас нету Цезаря, вы ее не крутили, то можно приспокойненько поставить Люси. Она тоже силу атаки бафает. От нее тоже польза будет. Конечно, меньше, чем Цезарь, но все же. То есть вот состав вот такой вот должен получиться. Идеальный состав для огненной атаки. То есть огненных ДПС. Солдат 11 берет на себя основное время на поле, а Лайтер усиливает ее урон и продлевает оглушение, оставляя врагов неуязвимыми. Теперь перейдем к бамбу. Выбор бамбу должен соответствовать фокусу вашей команды на элементе. Вот несколько рекомендаций. Значит, вот Плаксабу или Ракетабу. Если в вашей команде есть два персонажа с огненным элементом, дальше у нас вот Акулабу, или у нас еще есть Пингвин-бу, вот это. Это если у вас в команде два персонажа с ледяным элементом. Дальше у нас идет вот этот вот совсем недавно новый бамбу. Где он тут? Вот он. Красный Мокус.
Подходит, если вы используете двойную команду с членами Каледона. То есть, если в команде есть 2 члена Каледона. И остается еще у нас один вариант. Это Дворецкий. Где он только... Вот он. Мажордом вот этот вот. Хороший выбор для тех, у кого в команде есть 2 члена из Виктории. Домовладельчества Виктории. С правильными союзниками и подходящим выбором Банбу, Лайтер сможет вывести вашу команду на новый уровень. Независимо от того, делаете ли вы упор на лед или огонь, его универсальные бафы, дебафы и продление оглушения делают его ключевым игроком в любой команде, ориентированной на синергию. Теперь перейдем к геймплею за Лайтера. Играть им на самом деле несложно. По сути, свой потенциал он раскрывает только тогда, когда у него полностью боевой дух собран. Это вот эта полоска под его портретом. Собирается она во время боя, когда сражаетесь, но медленно. Быстро она заполняется, когда другие члены команды тратят энергию на свои навыки. И таким образом быстрее заполняется боевой дух Лайтера. Бой можно начинать сразу с Лайтера, просто что не сможете реализовать весь его потенциал с самого начала, но таким образом уже цель можно будет оглушить. Делается это вот, начинаете и просто бьете его атаками, пока не заполнится у вас навык. Как только заполнился, используйте навык и продолжайте атаковать. Опять используйте навык. Ну, видите, цель уже оглушилась, короче. Своими ДД и другими членами команды тратите энергию желательно, чтобы зарядить боевой дух Лайтера. И уже в следующий раз переключайтесь на Лайтера с защитой. То есть используйте переключение или помощь с защитой, как еще ее правильнее назвать. Вот. И в этот раз уже начинайте сразу атаку с легких атак, потому что сразу активируется этот вот его особый режим. Сразу следует спецзаряженная атака, и дальше просто продолжаем лупасить, пока не оглушим. Переключаемся на наших ДД, тратим энергию, и как видите, боевой дух Лайтера уже снова восстановился. И так по кругу снова. Атакуем. Используем помощь с защитой Лайтером. Используем его комбо-атаку. Сразу используем спецзаряженную атаку, если она у вас есть. И цель оглушена опять. И нашим ДД атакуем цель. В этом случае, как видите, плохо, потому что энергия у меня не успела восстановиться. Вот. Опять же, вот. И сейчас опять переключимся на Лайтера. Опять начнем атаки с комбо-атак. Опять используем спецзаряженную атаку. И цель опять оглушена. Как видите, оглушает он достаточно быстро. И вот так вот все это работает, по сути. Опять же, как я сказал, весь потенциал он раскрывает только когда можно вот эту его спец-комбо-атаку использовать с полным боевым духом. На этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Кто не подписан или новый на канале, подписывайтесь. Ставьте лайк этому видео. Посмотрите другие видео на моем канале. Я делаю видео еще и по другим играм Hoyoverse. И плюс еще Wuthering Waves. По Wuthering Waves я делаю перевод сюжета. Гайды тоже. По Геншину я тоже делаю гайды. По Honkai Star Rail гайды. И по Honkai Impact я делаю переводы сюжета тоже. Еще раз большое спасибо и всем до встречи в следующих моих видео.